Эта история – наглядная демонстрация того, что бывает, если ты вернешь жену, которая ушла. Ваша любимая рубрика «Разбор историй отношений» на канале про психологию отношений. Мы копаемся в чужом грязном белье. Добрый вечер, извините, что пишу поздно, просто сейчас есть время и настроение. Ответьте, как будет время. Мало того, что я отвечу, так я еще и ролик запишу по данной истории. Просто не с кем это обсудить, да и не обращаются обычно никому со своими проблемами. По большому счету, люди друг другу – это просто свободные уши. Окружающим открывать свою душу не нужно. Дайте ответ, имеют ли смысл мои отношения, имеет ли смысл вообще ими заниматься, или это реально все. Когда тебе приходит мысль, что отношениями нужно заниматься, скорее всего, заниматься ими уже поздно. Немного опишу ситуацию. Мне 41, жене 37. Возраст более чем приемлемый для того, чтобы начать что-то менять и думать головой. И мужчины, которые начинали в 40, через несколько лет добивались очень хороших результатов. Познакомились в 2010 году, поженились в 2012, то есть через 2 года. Нормальный ли это срок? Вполне себе. 2 года вполне себе нормальный срок, чтобы плюс-минус как-то узнать человека. Другой вопрос, что многие стараются не обращать внимания на какие-то проблемные моменты своего избранника или избранницы, потому что думают, что никого лучше они уже не найдут. Будем общаться с тем, кто есть. Это, конечно, ловушка твоего мозга и объективная ложь. В 2015, то есть через 5 лет после начала отношений, был сильный кризис. Жена съехала в родительский дом. Хотела уйти, но у меня получилось все наладить. И все пошло хорошо прям. Наладить на свою голову. Здесь бы не лишним было бы, конечно же, немножко расписать, из-за чего случился ваш кризис, из-за чего жена хотела уйти, потому что это принципиально важно. Также для тех, кто в будущем будет писать мне историю, пожалуйста, обращайте внимание на такие моменты, как какие-то мелкие звоночки. Потому что не бывает так, что женщина просто решает уйти в один прекрасный момент. Подходит к тебе за завтраком и говорит: «Дорогой, я тут подумала, нам надо расстаться. Я собираю вещи и уезжаю к маме». Так не бывает. Если ты мне сейчас начнешь рассказывать про спонтанность такого действия, что ничего не предвещало, а она ушла, я никогда в жизни не поверю. Думай, вспоминай, что этому предшествовало. А предшествовали этому какие-то факты на протяжении всех этих 5 лет. Даже когда твоя жена находит себе другого мужчину, то незаметно это тоже не проходит. В 2017 родилась дочка. Да, действительно, кризис в отношениях, жена ушла. Что может быть хуже? Давайте сделаем ребенка. Я старался помогать жене, потому что понимаю немного в психологии, о том, как тяжело после родов. Помогал и помогал. 2019 был странным годом, хотя начиная с рождения дочери все покатилось непонятно куда. Понятно куда, все покатилось туда, куда оно катилось, все ваши отношения. Проблемы в отношениях не возникают сразу крупные. Проблемы в отношениях начинаются с каких-то мелочей. Они начинаются с начала ваших отношений, когда вы оба пробуете, тестируете свои границы, при этом часто сдвигая границы своего партнера. Тот, кто не умеет такие границы держать, получает провал баланса значимости. И как следствие, любовь и какие-то чувства к нему проходят. Если они, конечно, были. Мы не учитываем тот самый адреналиновый гормональный приход, в котором вы находитесь первые несколько месяцев ваших отношений. Считайте, вы были пьяны и какие-то мелочи о своем партнере не замечали. На работе покатилась вниз, а я как будто застрял на месте. Все логично, если начинаются какие-то проблемы, то одна проблема может притянуть за собой все остальное. Старался как-то выкручиваться, чтобы обеспечить семью. В 2019 даже получилось съездить на море 2 раза. Причем в декабре я принял решение уйти с места работы, на которой проработал 10 лет. Нормальное решение. Главное, это твое решение. Ты подумал, ты его принял, ты полноценная личность, которая имеет право выбирать, где ей работать. Потом мы поехали в Иорданию. Потом Новый год, а после Нового года жена как-то отстранилась. Но это я потом уже анализировал.
Все правильно, потому что, находясь в проблемной ситуации, ты эту проблемную ситуацию оценивать не можешь. Чтобы решить любую проблему, тебе из этой проблемы нужно выйти. Именно поэтому и имеют смысл все вот эти болтуны в интернете около психологической тематики, я в их числе. Потому что я не нахожусь внутри твоей проблемы, я ее вижу снаружи, и поэтому могу более-менее давать какие-то оценки. Человек, уже находящемуся в такой ситуации, лучше придерживаться определенного верного алгоритма. Проблемы с женой — не лезь к ней, занимайся своими делами. Жена хочет уйти — не препятствуй ей, пусть уходит, а ты займись своими делами. Ушла жена, ты знаешь алгоритм, придуманный другими мужчинами и протестированный тысячами мужчин. Это санчас. Неважно, веришь ты в него или нет, просто делай так, как написано. Тогда я искал работу, и мысли были только об этом. Потом еще ковид начался. И в апреле 2020-го, в самый локдаун, нашел работу и начал вникать. Я так понимаю, находясь на территории Иордании. Круто? Это очень интересно. Страна сама по себе максимально крутая. И, скорее всего, жизнь в такой стране тоже будет классная, интересная, полная каких-то приключений, адреналина. Но уже тогда понимал, что между нами что-то не то. В конце апреля у нас состоялся разговор. А разговор, как известно, это эскалация всей ситуации. Все начинается с простого разговора. Она инициировала, причем за бутылочкой вина. И в дальнейшем эта тема поднималась исключительно, когда мы выпивали что-то. Не знаю, важно это или нет. Да по большому счету не важно. Я думаю, что рано или поздно, даже будучи трезвой, она бы набралась смелости или дурости тебе это сказать. И сказала, что больше не любит. Зря она вообще за меня вышла. Давай разводиться. Обычно, когда женщина выходит на такой вот разговор, значит, ситуация дошла уже до критических пределов. Скорее всего, у такой женщины появилась весомая причина разорвать ваши с ней отношения, потому что женщина способна сколь угодно долго пытаться разворошить жуткое болото под названием конец семьи. Она будет надеяться, она будет тянуть своего мужа алкоголика и дебошира и до конца надеяться, что у них все будет хорошо. Но когда у женщины появляется веская причина в виде другого мужчины, она все равно какое-то время с ним встречается. И не является каким-то ограждающим фактором то, что у нее есть муж, и типа она найдет миллион оправданий себе, почему она пока не разведется и будет спать с новым мужчиной, находясь в отношениях. Но рано или поздно она такие отношения захочет завершить, чтобы полностью начать жизнь с новым мужчиной. Интересно то, что часто бывает, что новому мужчине такие действия женщины прилетают сюрпризом. Жил он, изменял своей семье, ходил налево с твоей женой, все было хорошо, классно, его устраивало. И тут на пороге с 2 чемоданами и детьми под мышкой появляется твоя женушка и говорит: я ушла от своего мужа к тебе, бери меня, я вся твоя. И любовничек в шоке падает в обморок. Начала высказывать мне претензии, что я думаю только о себе, не думаю о ней, никогда не слышал ее и никогда не любил. Но мы-то с вами знаем и уже научились отличать женскую ложь. Претензии — это очень хорошо, но это не причина для того, чтобы разлюбить и развестись. Просто вспоминайте истину о том, что бабы сколь угодно долго могут жить в отношениях, где муж пьет, и их бьет сапогом, и не разводятся, и любят его, и вытаскивают его из полиции каждую пятницу. А ты тут типа в театр их пару выходных не сводил, и все уже баба драматизирует. А я живу только ради нее и дочки. У меня нет никого ближе. Я тогда охренел сильно, конечно. И охренел ты в первую очередь от того, что ты допустила самую главную ошибку мужчины. Жил ради кого-то. Мужчина сильный только тогда, когда он предан своему делу. Мужчина, у которого есть свое дело, становится практически неуязвимым. Ну, есть вообще 2 вещи. Это свое дело и чувство юмора. И когда, не дай бог, тебя качнет, то уход твоей женщины не окончит твою жизнь. Он тебя, конечно, встряхнет, но тебе будет куда вернуться. И к чему вернуться? К своему делу, которое тебя увлечет, а, как известно, мозг не может концентрироваться одновременно на 2 вещах,
и концентрируясь на своем деле, таким способом ты уменьшишь боль от расставания. Если же у тебя нету ничего, кроме твоей женушки и ребенка, то эта ситуация выбьет тебя из колеи очень надолго и очень серьезно. Повлияет на здоровье, повлияет на твое, в том числе, финансовое состояние. Похудел на 20 килограмм. Ну вот оно и здоровье. А это проблемы практически гарантированная вегетососудистая дистония при таком быстром понижении веса. Проблемы с нервами, как результат. И получается, что с самого начала 2020 и по сей момент мы живем как чужие люди. Хотя, судя по этому рассказу, вы как чужие люди живете уже гораздо дольше. Хотя и вместе с дочкой в одной квартире. Они в одной комнате, а я в другой. Я так понимаю, что вы все еще в Иордании живете. Так почему ты не можешь снять себе квартиру? Ты же молодой, 40-летний мужик. Ты же сдохнешь при таких раскладах. Причем я по-прежнему обеспечиваю семью, но по-прежнему люблю. Но несколько раз разговор о разводе повторялся. Все одно и то же. Типа, что бы ты ни делал, назад я не полюблю, я приняла решение, я еще молодая и хочу еще жить. Неужели ты такой действительно плохой, что с тобой так невыносимо жить? И куда смотрела эта прекрасная женщина раньше? Почему она все это время жила с тобой? И об этом сказала только сейчас. Не задумывался? Значит, есть в жизни твоей женщины, твоей бывшей женщины, какой-то катализатор, который так сильно повлиял на ее отношение к тебе. Просто так такие вещи не происходят. Женщина к чему-то готова, но почему-то пока что от тебя не может уйти. Это либо финансовая зависимость, либо новый мужчина, предположим, ее по каким-то причинам не может взять к себе. Я обращался к психологу, который посоветовал, если вкратце, больше положительных контактов с женой, положительных моментов, больше положительных эмоций. Именно поэтому я так с негативом отношусь к классической психологии. Постоянно их стебу, смеюсь над их методами, за что отхватываю немало хейта. Запомни, дорогой друг, психолог — это человек без специального медицинского образования. Психолог может с тобой потрындеть задушевно. И хорошо, если при этом он нальет тебе чайку. О психотерапии, если он что-то и знает, то изучал это лично сам. А психотерапевт — это уже доктор с медицинским образованием, не говоря уже о психиатре. Но при таких проблемах с головой выбирай психотерапевта, ну или психиатра, конечно, если ситуация очень тяжелая. Потому что психолог посоветует тебе вот такую же херню, как ты только что написал. Так я меняюсь. Меняюсь настолько динамично, как никогда не менялся, только без толку. Без толку для твоей бабы, которая от тебя решила убежать. А ты посмотри на себя. При этом жена со мной общается, но мы просто живем как соседи. Секса тоже нет. Я так понимаю, что с сексом у вас были проблемы и раньше, потому что проблемы с сексом — это первый признак оканчивающихся отношений. Хотя первое время я и пытался, причем она не ограничивала прикосновение к себе, да и сейчас не ограничивает, если честно. Но вот спать с такой женщиной противно, не так ли? Еще надо сказать, что еще до всех этих событий она увлекалась слушать разных психологов на ютубе. А там хватает прохиндеев, они массово сейчас советуют разводиться. Может быть, и не зря советуют? Другое дело, если баба придумала себе красивую идеальную жизнь, в которую ты не вписываешься, и нашла себе принца по уровню. Хотя какой уровень может быть у тупой курицы? Абсолютно такой же тупой куриный уровень. И абсолютно такой же всратый принц. Хотя об этом она узнает только после того, как разрушит отношения со своим мужем. Но потом уже будет типа поздно. Ее принцу она окажется вовсе не нужна. Или принц окажется вовсе не принцем, а обычным куском говна. И куда ей останется идти? Только обратно к бедному рогатому супругу. Еще я находил у нее тетрадку. Не специально, а просто лежала на столе. Так там написано. Что-то типа теста. Написаны все отрицательные моменты в наших отношениях. И в конце, как итог, сделан выбор, что я абьюзер. Ну, баба еще и тупая. Тебе повезло. Это комбо. А мне даже психолог сказал, что никакой я не абьюзер. Абьюзером принято называть психопатом, человека с диссоциальным расстройством личности. Это конкретная проблема, когда у
пациента наблюдается расстройство эмпатии. У него частично либо полностью отсутствует сострадание к другим людям. Таких людей еще принято называть альфа-самцами. Они могут избить любого первого встречного прохожего просто так, чтобы покрасоваться перед своей дамой. Они могут громко орать в автобусе, по телефону разговаривая с кем-то там, с матом в том числе. Именно эти люди будут изменять направо и налево, потому что им на твои чувства плевать. Именно эти люди выглядят максимально привлекательно, эмоционально. Именно такие люди дают тебе тот самый огонь в отношениях. Ты такой? Ты психопат? Учитывая, что ты все делал для семьи. Да, я и сам это понимаю. Ну и молодец. И мы живем вот так. Варимся в этой каше, а я не знаю, что делать дальше. Я очень хочу ее вернуть. Что ты там собрался возвращать? Непонятно. Все, что у вас было, закончилось много лет назад. Скорее всего, даже и не начиналось. Об этом свидетельствует отсутствие любви с ее стороны, которая подтверждается как физическими действиями, отсутствие у вас секса, отношение к тебе как к мужчине, точнее, никакого отношения к тебе как к мужчине. Ну и, конечно, разговором, сказанной фразой, что она хочет разводиться, а с любимыми мужчинами не разводятся. Ради дочки, ради нас, ради будущего. Ради дочки ты сейчас что мог, все сделал. Дочка, живя с вами, очень прекрасно, хорошо впитывает модель неправильной семьи. Она видит, что папа уподобился тряпочке возле прихожей, об него можно вытирать ноги, папу можно не любить, с папой можно делать все, что угодно, и позиция женщины — тюкать своего мужика. Ну и, конечно же, не уважать его и не любить. Именно такую модель семьи в данный момент впитывает твоя дочь. Вот сегодня опять она подняла разговор о разводе. Типа нужно что-то решать. Наверное, я опять написал, этот ее мужик, если он, конечно, есть. Хотя все в данной истории говорит именно об этом. Но он типа где-то там еще далеко, поэтому она не прекращает с тобой жить. Разумеется, ее финансовые проблемы имеют тоже место быть. А я просто отвечаю, я не знаю, что делать. Об этой ситуации не знает никто. Ни наши родители, ни братья, ни сестры, ни друзья. Да и не надо, чтобы знали. Никогда никого не посвящай в тему своих отношений. Вот тогда наступит действительно счастье. Тем более с проблемами тоже не нужно никому обращаться. Тебе и так никто не поможет. Ты только дашь лишний повод для разговоров за своей спиной. И вообще не представляю, можно ли что-то сделать в такой ситуации. Или это реально край. А я реально хочу, чтобы дочь жила в полной семье со мной, с мамой, и мы были счастливы. Извините, сумбурно как-то написал. Дайте, пожалуйста, комментарий, если возможно, конечно. Возможно, конечно, но вряд ли мой разбор ситуации тебе понравился, потому что он не идет в корреляции с твоим видением и с твоими ожиданиями будущего. Твои отношения нельзя спасти, но можно спасти тебя. И можно спасти твои отношения с дочкой, которая все еще твоя дочь, и которая ждет, когда она сможет увидеть счастливого и сильного отца. Сильного в том, что он сумел выйти с этой ситуации, не уронив достоинства, восстановить полностью свою жизнь, свои финансы и найдя себя в новых отношениях с хорошей женщиной.